Голова. Голова у нас будет такая, знаете, как вам объяснить, вот такой вот полуовал, даже я бы сказала. То есть начинается он вязаться прямо, и в конце головы просто сделаем закругление. На спицу также номер 2,5 мы с вами наберем 22 петельки. И начинаем вязание также с нулевого ряда. Вяжем вот этот нулевой ряд. Затем с вами провяжем около, знаете, 6, наверное, или даже 7 сантиметров. Сейчас даже скажу. Ну вот, да, примерно вот такое вот расстояние. Сейчас скажу, сколько это рядов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ну, давайте для начала провяжем 30 рядов, не считая вот этого первого ряда. У меня начинается 31 ряд, и я начинаю закруглять голову. Смотрите, для начала мы убавим с каждой стороны по одной петле, но именно по кромочной, начиная с кромочной. Сейчас я объясню как. Вот первую кромочную я подспускаю, чтобы не было ступеньки, и убавляю первую петельку. Теперь довязываю ряд до конца, оставив непровязанными 2 петельки, и вот так вот предпоследнюю и последнюю кромочную провязываю одной лицевой за передние стеночки. Затем вяжу 32 ряд, в 32 ряду также не довязала одну петельку. Теперь я убавляю по 2 петли. Это, напоминаю, идет 33 ряд, 1 и 2. Также довязываю до конца, но вот эти 2 петли мы теперь будет получаться, что будем убавлять с изнаночной стороны. Поэтому довязываем 33 ряд, не провязав последнюю кромочную. 34 ряд. Посмотрите, кромочная у меня не довязанная. Также убавляю 2 петельки. Вяжу 34 ряд и встречаемся с вами в 35 ряду. В 35 ряду мы снова убавляем 2 петли. 1 и 2. Довязываем 35 ряд до конца. Последнюю кромочную не довязываем. И в 36 ряду также симметрично убавляем 2 петли. У нас осталось 12 петелек. Теперь, смотрите, что получается. Теперь я убавлю 3 петли. 1, 2, 3. То же самое делаю с другой стороны, но по изнаночной. Получается так: 31, 32, 33, 38 ряд. 1, 2 и 3. У нас осталось 6 последних петелек, и мы их в 39 ряду закрываем
полностью. Или знаете как? Не будем мы их скрывать полностью, а отсюда сразу свяжем рог, чтобы не набирать нам никаких лишних петелек. Просто берем ниточку желтого цвета. Ниточку я эту обрезаю. Обратите внимание, кромочная у меня не провязана, последняя. И вяжу 6 петелек лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Так, и вяжем еще, получается, 5 рядов. То есть первый ряд провязали, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. В седьмом ряду мы с вами встречаемся. В седьмом ряду мы убавляем одну петельку где-то посередине. То есть, например, вот кромочную петельку провязываем и затем вяжем вторую, третью петлю. Теперь вяжем 7, 8, 9, 10, 11 и 12 ряд. Встречаемся в 13 ряду. В 13 ряду также убавляем одну петельку посередине. Также кромочную петлю провязываю и вторую, третью вяжу вместе. Осталось у меня 4 петли. Вяжу 14, 15 и 16 ряды. И в 17 ряду закроем все петли. Для этого кромочную я одну не провяжу. Вот так вот набрасываем на нее. Затем провязываем следующие 2 петли вместе. И снова набрасываем предыдущую петлю. Все. Вырезаем ниточку. Вот такой вот небольшой рожок у нас получился. Давайте по размерам скажу. Он около 4 сантиметров. Голова у нас около 8 сантиметров в длину. И ширину чуть побольше, 9,5. Если не ошибаюсь, да. Вот. Давайте еще свяжем с вами ушки. Нам надо будет связать вот таких вот 2 детальки. В принципе, вяжутся они несложно. Потом, смотрите, оно у нас вот так вот будет загибаться, вот так вот в середину. И вот на уровне где-то здесь пришиваться. То есть ушко будет таким вот загнутым. 2 детали у нас будут одинаковыми. Единственный косячок, ниточку оставляйте подлиннее, чтобы потом его пришить. Набирайте 10 петелек. 4, 5. И не считая вот этого ряда, еще раз повторюсь, что начинаю я всегда с изнаночного ряда. Вот. И еще вяжем 4 ряда. Встречаемся с вами в 5 ряду. 5 ряд. Мы закрываем с 2 сторон по 1 петле. Кромочную снимаем. Затем 2 петельки мы переворачиваем, чтобы их можно было связать за задние стеночки. Довязываем до конца ряда. И в конце 2 предпоследних петли вяжем за передние стеночки вместе. У нас на спицах 8 петелек. Вяжем 6, 7 и 8 ряды. В 9 ряду мы убавим по 1 петельке, но с края. Смотрите, кромочную я подспустила, провязываю петельку вместе, довязываю до конца ряда, вяжу 2 петли вместе. Вяжем 10 ряд, у нас осталось 6 петелек. Здесь также в 11 ряду кромочную не довязывайте. И вот таким вот образом тоже по краям убавляем. У
У нас осталось 4 петельки. И в 13 ряду повторяем убавку рога. Кромочные не провязанные с предыдущего ряда. Убавляем 1 петельку. Следующие 2 провязываем вместе и на них набрасываем предыдущую петлю. Вот и все. Отрезаем ниточку. И вот такое вот ушко у нас. Оно небольшое, но такое вот симпатичное получается. Пришивать. Для этого нам понадобится иголочка. Сначала спрячем кончики, чтобы они не мешались. Я просто прошиваю, где петельки по изнаночной стороне. Таким вот образом прячу. Вот. Теперь так вот выглядит наше ушко. Вставляем вот эту ниточку в иголочку. С лицевой стороны, вот она, видите, косичка, лицевая сторона, вот так вот. Можно сначала вот так вот уголочек прошить, вместе их соединить. И посередине выходим. Делаем таких вот небольших 2-3 стежочка, чтобы начать сшивать. И вот где-то вот на этом уровне по изнаночной стороне чуть-чуть отступили от рога и начинаем пришивать. Что-то у меня запуталась где-то ниточка. Ну, я думаю, принцип понятен. Просто вот так вот приметываем наши уши. Вот такая вот голова у нас с вами получается. С ушками, с рожками. Вот, теперь надо связать округлую мордочку такую розового цвета, как мы вязали и ножки с вами. Также ширина ее должна быть примерно как голова. То есть вот такая вот овальная она должна быть. Получиться ее можно связать и крючком, и в принципе и спицами можно тоже умудриться. Вот, я попробую и так, и обязательно выберу что-то такое подходящее. Знаете, и, наверное, чтобы закончить мордочку, давайте свяжем с вами сразу вот такие вот глазки для пони. Вот, они будут такие совсем маленькие, небольшие. Для этого я возьму пряжу, это детская новинка, черный цвет обычный, и крючок номер 1,5. В колечко вяжем 6 столбиков без накида. Первую воздушную петельку сделали и вяжем 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Стягиваем в кольцо, находим первый столбик наш провязанный и вяжем туда 2 столбика без накида. 1 и 2. Знаю, что нифига не видно, но я пытаюсь объяснять. Во вторую также столбик вяжем также 2 петельки, 2 столбика, точнее, без накида, и в третью петлю тоже столбики без накида. Все. На этом отрезаем ниточку, оставляйте ее подлиннее. Мы ей
Может быть, даже впоследствии вышьем реснички. И покажу, как завершить. Смотрите, под вот эту петельку, нифига не видать, не знаю даже как показать. Вот под косичку мы проходим, подзатягиваем и возвращаемся в середину последней косички. И выводим на изнаночную сторону. То есть создаем как бы такую еще дополнительную петлю. И вот мы такой глазик с вами получили. Ниточку я только прячу вот эту коротенькую, чтобы она нам не мешалась. И отрезаю ее. Все, 2 глазика у нас с вами готовы. Пока их пришивать не буду, знаете, наверное, все-таки я вот эту мордочку сначала свяжу. Потом будет более понятно, как и куда глазки выше, ниже расположить. Много от этого, если честно, зависит. Так, и приступаем к вязанию мордочки. Мордочку будем вязать с помощью спиц. На спицы мы набираем 12 петелек. И вяжем вот этот нулевой ряд. Также лицевыми за переднюю стеночку. Далее с первого ряда мы начинаем делать прибавочку. Сначала петельку вяжем и затем подцепаем дужку на ряд ниже и прибавочка. В конце ряда сначала делаем прибавочку за нижнюю дужку, только затем провязываем петельку со спицы. Теперь у нас 14 петелек. Второй ряд вяжем без прибавочек. Прибавок у нас будет с вами 5. Одну из них мы сделали, то есть у нас прибавится общее количество 24 петли. Получается, будем делать прибавку в первом, третьем, пятом, седьмом и девятом ряду. Прибавки делаем идентично. Так, я провязала 10 рядов, но смотрите, мне кажется, чтобы уже чуть-чуть побольше вот тут вот было, как бы белая не выглядывала сторона, давайте и в 11 ряду мы также сделаем прибавочку, то есть чтобы общее количество петелек у нас получилось с вами 24. Голова, как вы помните, у нас была 22 петли, и тут такие вот петельки чуть побольше, буквально на 2 петли будет. Так, и смотрите, вот мы связали с вами 11 рядов, вяжем 12 ряд. И без прибавок мы с вами свяжем 6 рядочков. То есть это будет 13, 14, 15, 16, 17 и 18 ряд. Встречаемся в начале 19 ряда. У меня провязано 18 рядов. Смотрите, я сначала думала вообще овал делать, но потом посмотрела, что полуовал тоже достаточно так вот симпатично смотрится. Вот. Теперь мы этим рядом 19 закроем все петельки. Также, смотрите, набрасывая поочередно друг на друга петли. Ниточку оставьте чуть подлиннее. И прямо этой ниточкой можно пришить на уровне там, где вам захочется. Можно чуть повыше, можно чуть пониже опустить. То есть сначала вот эту ниточку спрячем. Теперь выбираем, на уровне какого ряда вы будете пришивать саму мордочку. И начинаем. Лицевая сторона должна идти с лицевой.
Миша. Помощник главный пришел. И вот таким вот образом приметываем. Главное, чтобы у нас все края сошлись. Так вот у нас получается. Можно, конечно, сразу связать деталью одной головы, но мне кажется, вот накладная более как интересно смотрится. Вот. Теперь располагаем глазки. Как вам нравится, как можно повыше, можно пониже. Это все на ваше усмотрение. И также перепрошиваем прям черной нитью. Когда мы все вышьем, там, точнее будем пришивать к изделию, там совершенно ничего не будет видно. Выходим на лицевую сторону и пришиваем там, где вам больше нравится. Вот так вот у меня примерно получилось. Можно еще с помощью черной ниточки вышить носик. Можно ниточкой, что осталось от глазика, можно вот обычной. Извините. Да, вот где-то так же вот на уровне носика вышиваем. Вот что у нас получилось. Я уже спрятала все кончики ниточек. Голову я пришивать не буду. Я ее пришью уже в процессе, тогда, когда будет джемпер. Смотрите, теперь нам еще осталось прошить ножки. Также мы возьмем черную пряжу, разделим эту ножку пополам, а здесь мы чуть-чуть одну часть оставим побольше, одну поменьше. Закрепляем нить с изнаночной стороны. И прокладываем стежки. То есть вот где-то отмечаем примерную середину. И небольшими стежками буду провязывать. Точнее, прошивать, извините. Смотрите, чтобы шло шов ровненько. Стежки будут небольшими. Когда дошли до конца, прошиваю в обратном направлении. То есть то, что у нас с вами не доставало. Вот таким вот образом. И здесь прокладываем точно такой же стежок. Только смотрите, вот эту часть оставляйте чуть побольше. Хотя давайте я вместе с вами сейчас все покажу. Также закрепила ниточку на обратной стороне. Где-то оставляем вот на эту ножку 1/3 и здесь 2/3. И также прошиваем сначала до конца. Прокладываем равные стежки. И смотрите, в конце такой момент. Чуть-чуть ниточку вот сюда уведем. Отметим вот эту ножку, что она стоит позади чуть-чуть. Точно так же стежками. И теперь возвращаемся назад.
доходим до конца. Вот и все. А теперь мы переходим к последнему нашему штриху единорожки. Это такой радужный хвостик будет и радужная грива. Радужную гриву я, конечно, лишканула. Я соединю два цвета. Знаете, вот такой вот чуть поярче розовый, чем я вязала ножки и мордочку, и красивый бирюзовый оттенок. Мы будем вязать несколько, но без крючка здесь, я думаю, не обойтись. Хотя, вы знаете, возможно и вязание просто платочной вязки, украшения. Просто вяжете тонкие полоски и привязываете как-то их. Вот. Что еще? Связать можно, конечно, и воланами, и дугой. Все это выполняется платочной вязкой. Может быть, я сделаю отдельное видео, как можно сделать спиральки с помощью спиц. Они будут не спиральки, конечно, а ну, чуть такие волнистые. Вот. А давайте пока начнем спиралик, чтобы не уходить далеко. У меня пряжа также Alize My Baby. Крючок 2,5. Итак, у нас будут... Я начну с длинной спиральки. На 30 петелек набираем воздушных. По сантиметрам это около 12 сантиметров. И теперь во вторую петлю я вяжу столбик без накида. И в эту же петельку провязываю еще один. То есть в каждую петельку мы с вами провязываем по 2 столбика без накида. До конца мы не будем довязывать примерно 3-4 петельки. В конце, когда остается 3-4 петельки, мы с вами провязываем просто столбик без накида в каждую петлю. То есть, чтобы поменьше было вот этих загибов. Был более такой вот плавный переход. Смотрите, вот такой вот хвостик у меня получится. Смотрите, хвостик у нас будет почти что из одной точки. Вот. Можно сразу из этой же петли вывязать следующую спиральку. Я покажу, как это сделать. Здесь ниточку мы обрезаем. Берем следующую нить и создаем петельку без накида. Просто протаскиваем сюда. Здесь кончики можно подзавязать временно, потом чуть-чуть их подправить. И также набираем, можно чуть побольше, можно чуть поменьше, плюс-минус 30 петелек. После того, как мы набрали нужное количество, мы также продолжаем вязать в обратном направлении, делая прибавочки в каждую петлю. То есть в каждую петельку мы вывязываем по 2 столбика без накида. И также после того, как мы подходим к самому началу, мы вяжем по столбику без накида уже в каждую петельку. И соединительной петлей соединяем все. Смотрите. И я еще свяжу третью такую же спираль, примерно такого же размера. Это розового цвета я буду вязать. Просто вывязываем также тоже количество петелек.
Затем я убрала все короткие ниточки, оставила только самую ниточку такую подлиннее. Вот. И смотрите, просто расположить нужно по так вот. Вот так. И пришить. То есть в том порядке, в котором они должны свисать к данному изделию. Даже можно, вот, например, хочется вам, чтобы вот именно такой загиб остался. Просто вот здесь вот с внутренней стороны подметаем. Так вот. Сделать несколько стежков. Вот и все. И она именно в таком порядке у вас будет свисать. И все. И незаметненько здесь вот подшиваем к этому месту с изнаночной стороны. Как я это сделаю? Вот я вывела нитку на край. И вот так вот по контуру прохожусь. Это можно сделать, кстати, и мононитью. Тогда будет менее заметно. Вот таким вот образом у нас это все происходит. А пришивать потом по контуру, соответственно, мы будем проходиться только по белому. Здесь у нас уже все будет расположено как надо. Все, на этом закрепляем ниточку. Смотрите, вяжем несколько длинных. Также на петелек 30, 25-30, больше не надо. Вот, несколько, парочку может, также на петелек 20-25 и коротенькие также. В общем, я давайте, наверное, свяжу, а потом покажу, сколько у меня связано и на сколько петелек. Я уже показала принцип вязания, то есть мы набираем цепочку нужной нам длины, затем, начиная со второй петли, делаем прибавки в каждую петельку, провязывая по 2 столбика без накида. И когда мы подходим к самому концу, оставив 3-4 петли, я вяжу по столбику без накида просто в каждую петельку, чтобы, вот видите, вот эти вот спиральки там не завивались, а были прямые. Так удобнее будет укладывать уже непосредственно по голове. Пока давайте продолжать вязать. Я провязала 6 спиралек. Смотрите, одинакового размера, 3 таких, на 30 петелек, на 25 петелек и на 20 петелек. То же самое с бирюзовой пряжей. Все короткие ниточки убрала, то есть ниточки начала, и оставила только длинные. Теперь мы просто располагаем так, как нам нравится наши спирали. Соответственно, длинные лучше оставить по бокам, короткие ближе к центру. И вот таким вот образом их подпрошиваем. Ниточку можно обрезать, можно их в хаотичном порядке, то есть розовое-бирюзовое, розовое-бирюзовое, это все на ваш вкус остается. Главное, чтобы ниточки там не путались, не перекручивались. И вот таким вот образом подшиваем. Для этого мы оставляли наши кончики подлиннее.
Можно даже вот кушку чуть-чуть прикрепить, чтобы она была чуть повыше, не падала на глаза. Вот, то есть к рогу прикреплять, создавать воланы можно, то есть в хаотичном порядке. Это все я делаю индивидуально для уже каждой модели. Как накладывать? Изнаночной или лицевой стороной? Это все зависит от того, куда пойдет прядь. Если вы прядь располагаете сюда, видите, она уже автоматически уходит сюда. Если я переворачиваю вот так вот изнаночной стороной, соответственно, прядка у меня уходит на другую сторону. То есть, видите, она пойдет сюда. При таком расположении она уйдет в другую сторону. Главное, ниточки, чтобы здесь нигде не перекрутились, не перевернулись. Вот. У меня еще осталось вот здесь вот такое вот местечко. И знаете, я, наверное, свяжу прям самую-самую такую коротенькую, буквально на 10-15 петелек, еще одну завитушку и прикреплю сюда. Чтобы пришить всю аппликацию, в принципе, просто мы будем проходиться везде по контуру. Еще раз повторюсь, ушки я оставлю подвижными, буквально только их вот сюда прикрепив. Ну, соответственно, все вот эти наши хвостики и грива остаются подвижными, то есть мы их пришивать уже не будем. А на этом я заканчиваю наше видео. Всем до новых встреч, пока-пока.